Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Это вторая часть обзора. Давайте начнем с евро-доллара. По нему масса вопросов. Возьмем текущий фьючерс на ММВБ. Евро-доллар, недельный график. Но несмотря на весь этот трэш и провал, исходя из недельного графика, мы подошли к новому рубежу после пробития 1790. Никак не затащили его на 1650. Это достаточно позитивно. Это указывает на то, что в текущих реалиях весьма возможна консолидация. Ну, чуть не сказал на достигнутом провале. На самом деле на том уровне, к которому подошли, он находится в районе 1,1710-1713. Он является промежуточным, но тем не менее на текущий момент времени он очень эффективно сдерживает снижение евро. И при продолжении такой тенденции на этой следующей неделе мы по факту консолидации в районе вот этого нового промежуточного уровня 1,1713 мы увидим набор позиций и попытку отскока, цель которой будет 1,1962 при благоприятном раскладе. Опять же, если здесь все-таки продолжается вот это движение и пробой, то уже на этой неделе мы увидим движение на 16.50, возможно даже на 1,1590. Ключевая цель при продолжении вот этого тренда негативного, она находится в районе 1,12. Недельный график, еще раз обращаю ваше внимание, но на текущий момент все-таки достаточно много факторов начинает появляться, которые могли бы указывать на то, что евро отскочит. Да, ФРС вот-вот начнет закручивать гайки, и если это будет проходить по жесткому сценарию, то есть жесткая риторика, потом повышение процентной ставки или и резкое сокращение скупки активов, то, конечно, мы увидим пробой, и здесь даже 1,1650 никак не сдержит вот это движение вниз, и, соответственно, уход в район 1,12. Так, дневочка. Ну, дневочка вообще отличная. Видите, вот прямо четко прослеживается тенденция. Ну, это опять же, обращаю внимание, российский фьючерс на ММВБ. Но здесь четко прослеживается, что не дают ему хода движения ниже 1,1713, 1,1715. Его просто здесь сдерживают и начинают скупать. И поэтому сейчас вокруг этого уровня будут кипеть страсти. Сегодня данные индекса потребительских цен по еврозоне, и это вполне вероятно может привести к отскоку. Точнее, я бы даже сказал, здесь все указывает на возникновение пилы, потому что сначала данные ИПЦ и вечером 21:00 публикация протоколов ФРС. Соответственно, здесь просто напрашивается пилообразное движение, которое весьма вероятно будет реализовано в том случае, если у нас не возникает пробой вот этого рокового уровня. Вообще здесь двойное донышко, ему полагается отскок, ну хотя бы в район 1,1880, 1,1860. Так, друзья, ну и 4-часовик здесь вообще заглядение, он указывает на разворот с целью движения, которое находится в районе 1,1793, чуть выше уровня 1,1790, но это на классическом Форексе. Здесь евро-доллар фьючерс немножко значения отличаются, но в целом тенденция и плюс-минус какая-то небольшая погрешность, все сохраняется, как и на так называемом классическом рынке Форекс или споте. Итак, евро-доллар указывает, что какое-то движение наверх возможно. Вопрос только, что будет в 21:00, когда выйдут результаты протоколов ФРС. Так, друзья, далее евро-рубль. Евро-рубль это фьючерс, давайте возьмем текущий фьючерс рубль-доллар, рубль-евро. Соответственно, евро-рубль сейчас подошел к своему значению, которое может способствовать тому, что отсюда произойдет отскок. 86 500 это по фьючерсу, по споту немножко другое значение. Исходя из того, что происходит на споте, здесь в общем-то созрела ситуация, когда будет либо пробой вот этого диапазона и укрепление рубля в район 85-84 600 по фьючерсу, либо если брать часовик, сегодня пошел пробой. Насколько я помню, там по юридическим лицам была ставка на укрепление евро к рублю. Скорее всего, это как раз тот случай, когда кто-то что-то хеджировал.
И поэтому в данной ситуации все-таки, несмотря на то, что юрики сделали такую ставку, произошло укрепление рубля. Опять же, здесь ситуация с пробоем уровня, если не закрепляется вот это движение вниз, то есть если сейчас начинается проторговка в районе достигнутых значений и попытка отскочить хотя бы в район 86 500 и здесь закрепиться, то мы увидим отсюда на сегодня движение, цель которого будет 86 670. Если нахождение в этом диапазоне в районе 86 450 возможно пониже продолжится, то мы увидим дальнейшее движение, у которого первая цель по фьючерсу будет в районе 86 100. Исходя из часового таймфрейма, обращаю внимание, что по неделькам, дневкам и часовикам цели движения несколько могут отличаться. Так, друзья, далее то, что касается РТС. Ну, смотрите, идет безудержный рост, несмотря на то, что август это страшный месяц, несмотря на все перипетии, которые имеют место быть. И по сути на текущий момент, если ориентироваться на позиции опционов, которые завтра экспирируются, недельные, идет попытка затащить куда-нибудь наверх фьючерс на индекс РТС. Но смотрите, здесь, несмотря на все страхи, весь ужас, который там по Америке возникает, ВИКС там скачет, S&P пытается откатываться, но особого энтузиазма в просадке российского фьючерса на индекс РТС и российского рынка пока не происходит. А на сегодня, на сейчас, на текущий момент, вот у нас, если сохраняется закрепление фьючерса РТС выше 168 100, 168 тысяч, то мы отсюда увидим попытку движения, цель которого уже будет в районе 171 171 500. Если здесь возникает пробой, то, соответственно, весьма вероятно будет коррекционный откат, у которого цель 166 500. Опять же, сегодня, во-первых, данные по нефти в 17:30, во-вторых, 21:00 протоколы ФРС, и на этих новостях, конечно, могут РТС коррекционный откат по нему сделать. Но, обращаю внимание, тренд наверх по РТС пока сохраняется. Так, друзья, далее серебро. Давайте возьмем спот SFD, точнее на серебро, месячный таймфрейм. Вот такая вот штучка на месячном таймфрейме. Немножко с одной стороны не допадали в район 21,8, 21,6. А с другой стороны, текущие значения, если переходить на более короткие таймфреймы. Ну вот недельный таймфрейм, здесь уже ситуация для отскока, она назревает. Ну а исходя из дневного таймфрейма, здесь вообще уже пошло движение, цель этого движения вот сюда, вот 25,6. Так, если переходить на часовик, сейчас идет движение в консолидации. Цель этого движения на сегодня, на завтра, тестирование, значение 23,96. Ну, здесь в случае пробоя сразу возникает импульс движения, сначала в район 24,7, потом на 25. Если все-таки возникает движение вниз и пробой 23,55, то в этой ситуации мы пойдем искать поддержку в районе 23,15. Так, друзья, далее палладий, интересная по нему ситуация, его очень нехило отлили. Ну, собственно говоря, данные SOTS FTC, они намекали на то, что такая ситуация вполне возможна. Но если ориентироваться на дневной таймфрейм, здесь четко прослеживается, что вот это движение вниз, оно скорее себя исчерпало. Если на этой неделе не будет добоя уровня 2450, то уже сейчас формируется модель на отскок. Цель этого отскока по палладию движение на 2640, чуть не сказал 26 тысяч. Так, друзья, по платине ситуация схожая с палладием. Единственное, конечно, на 950 все-таки не дошли. Ну да ладно, 950 не дошли, зато здесь у нас на сегодня формируется движение, у которого цель будет 1060-1055. Вот сюда, к этим значениям. Критерий успешности этого движения — отсутствие коррекционного отката и пробоя 985. Так, друзья, далее ГМК, но здесь картина, она сама налицо. Тестирование вчера 24,200. И отсюда сейчас развивается движение, у которого цель это потестить 25 тысяч. Ну, на крайняк 24 850. Вот как только здесь происходит закрепление, сразу будет рывок и движение на 25 560. Надо помнить, что когда закончится надуванием Сбербанка, сразу приступят ГМК.
Так, друзья, далее Сбербанк. По Сбербанку там ставочка была на то, что будет коррекционный откат. На самом деле по дневке здесь вообще намека нет, пока 343-350 диапазон не будет взят. Но если на 4-часовик переходить, здесь по сути идет пожирание беспощадное Сбербанка. На текущий момент четко обозначился уровень 324,5. Если этот уровень не пробивается, то вот этот фейерверк по Сберу он будет продолжаться. Опять же, с моей точки зрения, здесь ключевой диапазон сейчас 345-350. То есть вот при приходе в это значение здесь что-то должно произойти. Либо здесь будет остановка и отсюда коррекционный откат на 324, возможно пониже. Либо здесь уже совсем шортунов накроет и будет движение уже в район 400-380. На текущий момент по Сберу, вот сейчас прямо с утра, если 336,5 взято не будет, развивается коррекционный откат с целью движения на 329-328,5. Вот сюда к этим значениям. Если все-таки здесь пробой формируется, то уже сегодня мы можем увидеть 343-350. Так, друзья, далее по Русгидро был вопрос. Ну, смотрите, ситуация здесь по Русгидро, конечно, интересная. По 4-часовику здесь явного разворота пока нету, но она пришла на уровень, от которого она отскакивает, как резиновый мячик. И поэтому весьма вероятно сегодня здесь будет формирование разворотной формации и движение отсюда наверх. Цель этого движения сходить на 84,26. Соответственно, данная концепция не срабатывает, если продолжается откат и будет пробитие 81,8 копейки. Ну тогда уже ее ловить надо будет в районе 79,88. Пока что технически на 4-часовике не прослеживается разворот. Но судя по динамике сделок и по тому, куда он пришел, сегодня весьма вероятно здесь отскок, ну хотя бы на 83,46 он просто обязан произойти. Так, друзья, далее природный газ. Здесь небольшой отлив произошел, но сегодня, судя по 4-часовому графику природного газа, здесь идет тенденция на то, чтобы взять реванш и отскочить вот на это значение 3,99.